Ну вот, приехали в Сет. Боже, я так счастлива. Это такой классный курорт. Всего 20 минут от Монпелье. И просто ты посреди гор, зеленые уже деревья. Я очень счастлива. Тут много кипарисов, много сосен, песчаный берег. В общем, план на день хорошенечко поесть морепродуктов, отдохнуть на пляже, погулять по каналам. И, в принципе, блин, здесь так красиво. Мне очень нравится. Боже, как мне нравится это место. Во-первых, то, что здесь так зелено. Во-вторых, здесь такие красивые тропы, просто как в Сан-Себастьяне. Такое сочетание зелени и моря, и пляжа. Это маленький, но удивительно колоритный курортный городок на юге Франции. Он расположен всего в 30 километрах от Монпелье. В принципе, на поезде быстренько доехала. Город называют Венецией Лангедока, потому что у него множество каналов, они перетекают между домами и улицей. Такая приятная атмосфера особого средиземноморского очарования. Вообще Сет — это город, который живет на границе моря и суши. С одной стороны тут Средиземное море, а с другой большое соленое озеро Этан-де-То. И тут такая интересная смесь культуры моряков и рыбаков с традициями средиземноморского побережья. В самом городе живет около 40 тысяч человек, и, в принципе, жители очень гордятся всем уникальным наследием, которое связано и с морем, и, конечно, с рыболовством. Что, друзья, привет! Наконец-то мы сели за столик, мы в Сете. Вот мы пьем кир, традиционный напиток юга вместе с пастис. Но если пастис — это анис, и я терпеть не могу анис, то вот кир рояль, они всегда с нотками фруктов, то есть такой приятный около ликерчик, слабоалкогольный, там 6 градусов, похож на сидр. Вот именно specialty from the south. Вот. Также, конечно же, в Сете едут за морепродуктами. Это, в принципе, такой курорт, который недалеко от Монпелье, 20 минут на поезде, поэтому сюда все едут сходить на рыночек, взять свежие рыбки, которые сразу же при тебе пожарят. Потом арендовать лодки, которые тут совсем недорогие. 2 часа на 4 человек будет где-то 80 евро. И вы покатаетесь по уютным канальчикам, потому что не зря Сет называют Венецией Лангведока. Потому что тут очень уютные домики, которые расположены прямо на каналах с видом, и по ним классно реально покататься на лодке. Вот. Также сюда едут, чтобы потусоваться на пляжах. Вот есть такие каменистые пляжи, наше кафе стоит на одном из них. Можно просто расстелить полотенечко и покупаться в чистой воде. Вот. А дальше в городе есть песчаные пляжи. Про еду, в общем, какие морепродукты я люблю? Я люблю всегда брать полное блюдо. Вот, например, устрицы. Я предпочитаю их сырыми. Я вообще большой фанат устриц, знаете, полезно очень для потенции мужской, тоже очень полезно, для женской наверняка тоже, потому что обычно это всегда все вместе идет. Мидии я предпочитаю запеченными. Смотрите, вот, например, про тусовки на лодках. Вот можно взять колоночку и поехать тусоваться на лодку просто. И купаться с лодки, потому что это же курорт. Я обожаю такие вещи. Это очень, я считаю, что это очень круто. Вот, мы уже тоже будем кушать. И последнее, что у нас, гребешки. То есть гребешки, устрицы. А это китоножки. Если честно, я всегда забываю эквивалент названия в русском языке. Это китоножки, хромоножки. Я не помню. В общем, да, все запеченное, кроме устриц. В общем, ваше здоровье. Я их ем. Так как они супер свежие, им даже, извините, не нужен лимон. И тут не дают никаких специальных приборов, только вилочки. И я собираюсь их съесть с вилочки. Отлично. Супер. Друзья, обязательно приезжайте к нам на юг. Приезжайте в гости. Мы будем сейчас наслаждаться нашим блюдом с морепродуктами. Вообще в жизни в Сете она, конечно же, неспешная, она пропитана средиземноморским солнцем, ароматами свежих морепродуктов.
Улицы города полны уютных кафешек, ресторанов. Тут подают очень вкусные свежие деликатесы. Тут знаменитая сетская рыба. Очень рекомендую попробовать и устрицы. Вообще Сет — это такой настоящий рай для гурманов. Тут проводятся ярмарки и гастрономические фестивали. Сюда собираются люди, приезжают со всей Франции. А уж летом, понятно, что это туристический городок, и летом город в принципе оживает от туристов. Они сюда едут за теплое море, замечательные пляжи, культурные события. И одно из самых ярких мероприятий — это знаменитая регата, где в акватории городского канала устраиваются соревнования на лодках. Я не прекращаю радоваться этому городу, потому что мне здесь нравится все. Мне нравится, что здесь можно гораздо дешевле, чем в Ницце и на Лазурном берегу, арендовать яхту, а море все такое же красивое. Что тут можно по морю также покататься на сапах, на каяках. Что тут есть и песчаные пляжи, на которые мы все еще идем. Что тут есть и такие классные каменистые пляжи, которые, мне кажутся, более романтичными. Что тут есть классные дорожки для того, чтобы ездить на велике, и совсем узкая полоска для машин. И вот идешь вдоль этих всех вилл, и мне кажется, здесь такая классная энергия свежего морского воздуха. Красота, красота, супер. Мне очень нравится Сет, это очень приятный город, хорошо благоустроенный. Тут, мне кажется, каждый найдет для себя что-то. Это уединение на пляже, вечер в одном из уютных рыбных ресторанов или погружение в богатую культуру и историю. Вот, обязательно приезжайте в Сет, вам точно понравится. Вообще офигенно, тут так красиво. Блин, в этих бухтах сейчас офигенно будем купаться. Класс, класс, класс. Блин, вообще посмотрите, так красиво. Красота. И эта лазурная вода просто восхитительно.